Panzerkampfwagen 6 Ausf. Более известный как Тигр-1. Тяжелый немецкий танк времен Второй мировой, разработан конструктором Эрвином Андерсом и пущен в массовое производство фирмой Henschel в далеком 1942 году. Выпускался танк серийно аж до 1945 года. Всего за это время, с 1942 по 1945 год, выпущено 1349 таких машин. Тигр-1 стал, пожалуй, одним из самых известных и, наверное, самым узнаваемым танком Второй мировой войны. Но для многих будет открытием то, что механик-водитель танка «Тигр» управлял этим опасным хищником с помощью штурвала, ну или же руля. Сегодня вы побываете в кабине этого страшного монстра. Ну а пока мы рассмотрим другие интересные особенности этой боевой машины. Грозное 88-мм орудие, основанное на знаменитой зенитке Флак-1836, имело прекрасное бронепробитие и с легкостью пробивало 110 мм на расстоянии 1000 метров под углом 30 градусов, что делало танк «Тигр» грозой на поле боя. Он мог уничтожить Т-34 или «Шерман» с расстояния, на котором сам был вне их досягаемости. На этой исторической фотографии вы можете наглядно сравнить «Тигр» и «Шерман». Разница впечатляет, не правда ли? Шикарное бронирование. Лоб корпуса 100 мм, башни 120 мм, боковые листы 80 мм. Толщина брони была революционная для 1942 года. Большинство танков не могло ее пробить даже в упор. 12-цилиндровый двигатель «Майбах» мощностью 700 лошадиных сил разгонял танк весом 57 тонн до максимальной скорости по шоссе 38 км в час. Но при этом расход топлива был до 500 литров на 100 километров. Немецким инженерам удалось сконструировать уникальную торсионную подвеску с шахматным расположением катков. Это очень сильно улучшало плавность хода «Тигра», но сильно усложняло его ремонт. Зимой грязь и лед между катками буквально замораживали танк, но при всем этом танк имел невероятный прицел и точность. Немецкий прицел ТЗФ-9Б обеспечивал феноменальное попадание. На испытаниях экипажи поражали цели с первого выстрела на дистанции 1,5-2 километра. Экипаж из 5 человек, командир, наводчик, заряжающий, радист и механик-водитель довольно часто выходили победителями танковых дуэлей. Но из-за ручной сборки и высокой точности допусков производство машин шло медленно. За все время с 1942 по 1944 год изготовлено 1350 «Тигр-1». Стоимость одного «Тигра» была просто-таки космичной – 300 тысяч рейхсмарок, что почти в 2 раза дороже «Пантеры» и в 5 раз дороже советского Т-34. Первое же боевое применение на Ленинградском фронте осенью 1942 года принесло довольно-таки большое разочарование. Первые машины застряли в болотах, показав, что танк не приспособлен к мягкому грунту. На Курской дуге лета 1943 года «Тигры» использовались в элитных батальонах, например, 503-й тяжелый танковый батальон. В некоторых боях один «Тигр» мог подбить 10-15 Т-34, прежде чем его уничтожали. Стоит отметить легендарного аса танковых сражений Михаэля Витмана, Черного барона, который на своем танке «Тигр» уничтожил более 130 вражеских машин. В 1944 году он в одиночку на этой машине смог остановить колонну у города Виллер-Бокаш, уничтожив более 10 танков и бронемашин. На этом историческом фото на Курской дуге советские солдаты затрофеяли этого грозного хищника. Несмотря на многие свои преимущества, танк имел
и большие недостатки. Тяжелый вес в значительной степени снижал проходимость, частые поломки коробки передач, огромное время обслуживания танков, а также чрезмерно высокий расход топлива, которого не хватало в танковых войсках Третьего Рейха. До наших дней сохранилось всего 7 подлинных «Тигров-1», включая знаменитый танк «Тигр-131», который находится в Великобритании в танковом музее Бовингтона. Единственный «Тигр-1» на ходу. Немецкие инженеры опередили свое время и подарили механику-водителю комфортное, просто-таки шикарное управление, которое и сейчас-то реализовано только в дорогих вездеходах. Но далеко не каждый, кто сейчас смотрит наше видео, знает, что в этом танке есть руль. Да-да, вам не ослышалось. Это руль. Но постойте, не переключайтесь, досмотрите видео до конца и поставьте лайк. Не забудьте подписаться на наш канал. Как можно управлять танком, тяжелым танком с помощью руля? Давайте разберемся подробнее. У механика-водителя был штурвал в виде штурвала самолета, похожий на руль. Но этот штурвал был связан с механизмом поворота коробкой передач с дифференциальным управлением. Поворачивая руль, механик-водитель включал бортовой фрикцион, и танк разворачивался, замедляя или ускоряя одну из гусениц. То есть принцип тот же, что и у других танков того времени. Поворот за счет разной скорости гусениц. Но реализован не двумя рычагами, а именно рулем. Поэтому можно смело утверждать, что у танка «Тигр» действительно есть руль. Но это не классический руль, как у привычной нам легковушки, а специальное управление в виде штурвала, связанное с бортовыми передачами. Остались вопросы? Обязательно пишите их в комментариях под этим видео. Какая из этих фото понравилась вам больше всего? Спасибо каждому, кто досмотрел видео до конца. Поддержите наш проект лайком и репостом. Обязательно смотрите другие видео на нашем канале о поднятии этой Т-34 с дна Эстонского озера, о поисках самолета времен Второй мировой войны, о танках, которые принимали участие в ликвидации аварии на ЧАЭС ИСУ-152К в Чернобыле, огнеметных танках времен Вьетнамской войны, а также времен Второй мировой, Черчилль, Крокодайл с огнеметным устройством. Tank History, танки как они есть, на фото и видеокадрах хроники.